Привет, мои дорогие! Сегодня наш день начала очень интересная новость. Она такая не то, что интересная, у нее просто много развитий дальше. Сегодня поговорим о Миндиче, Зеленском, влиянии США на Зеленского и о Медведчуке. Ну и обо всем том, что вот я в новостях вам рассказывал про Медведчука, потому что сразу же налетели фанаты Медведчука, которые поддерживают его с разных сторон, но их минимально, потому что я знаю, что основная масса украинцев и россиян его абсолютно не поддерживают, потому что, знаете, у многих есть свое портфолио, да, которое могут рассказать или похвастаться, или наоборот, не похвастаться этим портфолио. Окей, начинаем. Сегодня утро, с 10 утра следователи НАБУ, я не знаю, кто там, проводили обыск, ну именно конкретно из НАБУ, но НАБУ проводила обыск дома у Миндича. Что самое примечательное, что за 2 часа до этого обыска Миндич уже был за границей. То есть он беспрепятственно пересек НАБУ, чтобы вы понимали, заблаговременно осведомляет каждого из органов, ну я имею в виду по цепочке. Это еще раз доказывает, что все органы власти, вот я сегодня смотрел Такера Карлсона, но он общался брал интервью там у одного американца, который занимается защитой православной церкви, чтобы вы понимали. Так вот этот вот американец говорит, что в Украине одна партия, один президент, одна власть, ну, полностью все монополия завязана на одного человека. Это не Зеленский, это Кучма. Но Зеленский это фасад Кучмы. Это еще раз вам повторяю, чтобы вы понимали это прекрасно. Так вот, это как раз и ведет к тому, что все органы работают только на одну вертикаль власти, больше ни на кого. То есть это не отдельно. Суды вместе с той же прокуратурой, это вместе. Те же юристы, адвокаты, все это работает вместе. Я просто говорю к тому, что НАБУ поставила в известность погранцов о том, что всех она поставила. То есть он в базе. Ну, что ему запрещено пересекать. Но он за 2 часа выезжает из Украины. За 2 часа дорогие мои, до того, как у него проводят обыски. Ну, они дальше начали проводить обыски там и у других. Но сам факт, вот Миндича, да, которого они защищали, они там посадили депутата, который вместе сотрудничал с НАБУ, который давал показания против НАБУ. Ну и многие всякие вещи они там делали, я имею в виду непосредственно НАБУшники. И им, вы же знаете, препятствовали, там 2 НАБУшников сидят до сих пор. Вот. И им очень препятствовали. Но я просто хочу вас привести к тому, что НАБУ это орган, который поставила США, которая платит, США имеется в виду, им платит, им не Украина платит, им платят из бюджета США для того, чтобы они контролировали, кто во власти ворует. Вот что это за орган. И также есть эта прокуратура, отдельная САП называется. То есть НАБУ и САП получают зарплату из США. И теперь мы вспоминаем интервью вчерашнее, которое давал Зеленский по поводу того, что боится ли он США или нет. Это он рассказывал там, и я не помню, или BBC, или какому-то из журналистов. Он рассказывал, из британских журналистов. Зеленский сказал, что не боится он США. А сегодня обыски. Вообще не боится, да, получается. То есть у США все равно, я вам просто хочу заметить одну вещь, у США все равно есть рука возле горла Зеленского и все его вертикали. Они знают, где он ворует, сколько он ворует. И это я просто веду к тому, что у них есть рычаг, о котором говорит всегда Лавров. Что, знаете, опять же, это же, как его сказать, слова дипломатии или там, я не знаю, текст написанный для дипломатов, да, когда Лавров говорит аккуратно очень, что у США не получилось справиться с Зеленским. Да? Как это? НАБУ. Пришли, за горло взяли и все. Взяли кошельки его, если он даже напрямую под себя не ведет. И все. И, пожалуйста, они эти кошельки сдадут. Но кошельки убегают. Но дело не в этом. То есть руки США найдут его везде, этого Миндича. По одной информации в Европе, по другой в Израиле, без разницы. США его найдут везде. Без всяких проблем. И того же Зеленского. И наступит на того же Зеленского. Это я хочу подметить про то, как Зеленский не боится США. И про то, как Лавров говорит крайне осторожно о том, что у США не получилось,
убедить Зеленского. Ну, сейчас вот есть все рычаги для убеждения. Просто получилось и не получилось, здесь вообще не фигурирует. Они просто этого не делали. Потому что если бы они хотели это сделать, то у них бы все получилось с первого раза. Мне кажется, с полраза даже бы получилось. Ну, понятно, что он бежал бы, куда-то бросился в бега и все такое. Без разницы. Получилось бы. Убежал бы, поставили бы другого. Там вот Залужный в последнее время что-то подквакивает, рассказывает там, как правильно там бои вести и все остальное. То есть мы видим, там британцы уже новую фигуру выращивают для, опять же, многие говорят, что Зеленский после посещения Ми-6 пошел уже во все тяжкие против России, так Залужный там и живет. Там и он посещает Ми-6, и Ми-6 его посещает. Окей, давайте перейдем к спорному вопросу, который стал спорным. Я не думал, что он будет спорным, это Медведчук. Хочу сразу же поставить все точки над «и». Никакой симпатии у Медведчука нет в Украине и не было никогда. Сейчас я вам хочу рассказать одну интересную вещь, а именно об этом человеке. Этот человек показывает, как он беспокоится об украинцах, которые находятся там на юго-восточной территории, также на севере и центре, которые теряют симпатии к россиянам. Ну, хочу сказать одну вещь. До войны ему давали все средства, Путин и все остальные, то есть они ему делегировали огромные опции и доверие, да, также, что этот человек сделает так, что симпатии между русскими и украинцами останутся какие были прежние, да, не те, которые там Порошенко пытается разломать и так далее, а те, которые были прежние, славянские, да. Ну, я вам скажу, что симпатии появились больше у Медведчука в виде там 4-этажной яхты, домов, да, огромных, там, где рассказывали, я не буду верить там в пропаганду или не буду верить, но люди рассказывают, что у него там 4-этажный дом и 1 этаж занимал гардероб полностью. Также у него там дома были на Закарпатье, еще это. Это то, что касается симпатии украинцев. Да? То есть его беспокоит симпатии украинцев, которые сидят без света. Но давайте сейчас возьмем с другой стороны копать, опять же от Банковой. Банковая через своих подконтрольных ручных олигархов обращается к бывшему украинскому олигарху, которого они сами поймали и обменяли. Обращается к этому бывшему олигарху, чтобы он повлиял на Путина с беспокойством об украинских симпатиях по отношению к русским. Я вот сейчас вот слушаю, тоже там мне пишут в комментариях, что ты не прав, потому что действительно это так, симпатии уходят из-за вот этих бомбежек и так далее. Я скажу, что я не буду проводить какой-то анализ по поводу этих симпатий, есть ли они или нет. Но я просто хочу сказать, для того, чтобы выяснить на 100% об этих симпатиях или там не любовь к русским, да, или вот там к россиянам, то очень важно понимать, что у каждого действия, да, которое есть еще его подготовка к этим действиям. То есть, что видит украинец? Прилет. Но ему тяжело, украинцу, почитать, как хвастаются нацики о том, что они там в Рязанской области подбили там и МПЗ, да, и ТЭЦ, в Белгородской области, в Новгородской области. Понеслась, там большая расширенная география, где они бьют по ТЭЦ. Если бы украинец ознакомливался вот именно вот этим масштабом, то, что происходит сейчас, то, что делает Зеленский, конечно бы он начал говорить о том, что это же вы делаете. Но, скажу вам больше, если он так скажет, даже если он читает и понимает прекрасно, что прилетит ответка, то он сядет в подвал СБУ сразу же, если только он начнет критиковать власть. Потому что мы слушаем всяких чмырей, которые за деньги Банковой, ну, рты Банковой, которые говорят, что вы не имеете права критиковать эту власть во время войны. И после этого говорить о каких-то симпатиях, то есть если человек действительно понимает, что это после действия в равной силе, да, то есть получается, они ударили, в ответ ударили. Все, это, ну, как бы до того, как Зеленский не начал бить по МПЗ, потому что он же несет вот эту вот пальму первенства по поводу того, что Россию нужно отключить, то есть продажу нефти, продажу газа. Мы видим там на этом фоне ссорится там с ним и Орбан, и Фицо, да, то, что он там дружбы перебивает и так далее. То в ответ, а что он думал, что получит в ответ?
Все логично, и ему пофиг. И скажу вам еще больше, что тем олигархам пофиг на тех людей. Какое у них мнение там по отношению к России? Им пофиг. Бабки не текут. Просто народ для них как потребитель. Потребитель их говна, можно так сказать. Света, воды, которые они себе отжали во время Кучмы. Дорогие мои, не то что отжали. Кучма им дал, они ему с этого откаты. Откаты. То есть он продал там кому-то ТЭЦ, откаты ему. Продал там облэнерго, так называлось. Допустим, облэнерго там такой-то области продал, такой-то области продал, такой-то области, они ему откаты. Там водоканал продал, они ему откаты. Сыпят по сей день. Так что какие у них могут быть симпатии или не симпатии по отношению к своему народу? Им вообще насрать на людей. Будь ты там в 10-градусной квартире или в 0 градусов квартире, вообще ему насрать. Ему не насрать, что ты не платишь деньги за электроэнергию, которая не поступает в твой дом. Вот от этого и растет этот посыл туда. А у Медведчука портфолио вы сами прекрасно знаете. Я даже не могу это сформулировать, дорогие мои. Что он сделал для Украины? Он создал партию, которая быстро переметнулась к Зеленскому. Ну, там пару человек только, которые там остались, да, там, ну, я имею в виду при памяти. А остальные же попереметнулись туда, сразу же, все его соратники. Сдали его, сдали весь народ и метнулись туда. Портфолио там не совсем такое, я бы сказал, чистое, да, там, ну, я имею в виду не то, что чистое, а портфолио не совсем такое приятное, ну, если взять со стороны Медведчука. Поэтому россиянам вообще на него насрать, даже если он и является кумом. Поэтому там и реакция была такая, сразу же. Ну и хочу сказать, что по некоторой информации поступают данные, что сейчас до мостов доберутся. А это все, это трешак. Если начнут бить мосты по Днепру, это все трешак. То есть логистика приостановится, а значит и увеличится скорость наступления. Теперь давайте тоже разберем эту ситуацию интересную, которая мне тоже нравится. Сидит в России все руководство, мягко работая там по Украине, да, и ждет рыжего имбецила. Потому что думают, ладно, зачем там мочить всю страну, зачем перебивать все мосты, зачем вот именно действовать, как действовало НАТО, потому что, ну, вы же прочитайте, если вам не тяжело, как они по отношению к Югославии. Они тушили всем свет, они тушили воду, они тушили все мосты, они все тушили, всю логистику тушили. И говорили, пока Милошевич не согласится на условия НАТО, а мы будем продолжать мочить. Вот и все. Вот это их подход. Окей, Путин не пошел по этой дороге. Он пошел по дороге такого медленного ввязывания, завязывания и так далее. Думает, зачем там терять большое количество людей? Лучше подожду, когда рыжий имбецил, который уже тогда начал там рассказывать, что за 24 часа он все остановит, придет к власти, и мы это все порешаем. Приходит рыжий имбецил, и все, он начинает играть в другую игру. Окей, тогда мы будем действовать, как действовало НАТО в Югославии. И все, и вот то, что вы видите сейчас, это то, что прописано у этих же союзников Украины. И вот сейчас как раз и следующий этап, говорят, видно, где-то больно ударили. Ну, Россия не рассказывает об этом месте, куда больно ударили. Но я примерно понимаю, это долетело туда, где боевые части лежат от гераний. В 2 склада туда прилетело. И вот вроде как говорят, что уже будут лупить по мостам. А уже после того, как лупанут по мостам, ну вот представьте, логистика вообще остановится, можно так сказать. Они туда дронами и самолетами ничего не поставят. Ну, в такой скорости, как это было раньше. И все. И помощь вся притормозится на правом берегу. А левый вообще освободится. По полной. Так еще больше я вам скажу, что для того, чтобы ударить вот этими, они там фламингами хвастаются своими, с модернизацией, да, от томагавка, то ее нужно подтянуть ближе к линии фронта, чтобы она долетела куда-то. А если перебить там и с правого берега запускать, ну так ее будет быстрее поймать и отловить. Не на территории России. А какие будут уже после этого симпатии у украинцев?
Вот мне тоже интересно. С другой стороны, давно бы надо так было сделать, это по моему мнению. Уже давно бы остановилась война. Давно бы этот черт уже бы сбежал, они там уже пытаются сформировать, но насколько я читаю, да, правительство в изгнании в Польше. Как это было еще в 19 году. Я имею в виду 1900. Давно надо было так сделать. Так что такие дела, мои дорогие. Всех обнял.